Всем привет! Я вернулся на YouTube после огромного перерыва. За это время я успел поменять страну проживания, поэтому как только освоился, решил вернуться к записи. Сегодня совершенно новый формат для меня, это 50 дней в игре. На обозрении Hytale. В общем, желаю приятного просмотра и надеюсь, что будет интересно. Сейчас вы можете наблюдать настройки графики, выставил высокие, пока еще железо позволяет, да и такая игра как Hytale, я думаю, много не потянет. Нажимаем кнопку создания мира, придумаем креативное название и поехали. Заспавнились, попробовали сенцу. Огонь могу зажечь, потушить, отлично. Взял камень, кинул камень, свечка не погасла, печально, но камнями бросаться можно. Подобрал какие-то чернобыльские грибы, это лучше, чем ничего. Сломал куст и под ним нашел главное орудие труда актеров фильмов для взрослых – палку. Проверил физику еще раз, убедился, что это точно не Майнкрафт. Открыл дверь, немного согрелся у костра и пошел смотреть на мир. Нашел какие-то ягоды и по главному принципу выживания взял с собой, попутно набрал полные трусы орудий труда великих людей. Подобрал пару одуванчиков, применил навык махать руками и собрал еще немного палок с какими-то пучками травы. Судя по надписи сверху, попал на дрейфующие равнины. Увидел местную птицу, и инстинкты взяли верх. Во мне проснулся охотник, но сила притяжения была против меня. Сразу же увидел лису. Настроена она была не очень дружелюбно, поэтому я пошел другим путем. Проверил схожесть с Майнкрафтом, и да, здесь тоже квадратные руки прочнее, чем дерево. Через пару шагов на поляне собрал камней в дорогу. Зачем, пока не понимаю. Но тут же я нашел им применение и забил скелета камнями до смерти. Заел стресс после первой схватки, и да, оказалось, что ягоды целебные. Поскольку полоска ХП не восстановилась полностью, я решил съесть стартовую еду, но мой персонаж начал показывать жесты, похожие на отказ. Ладно, дособирал боеприпасы, да, именно так я представлял себе роль камней в этой игре. Немного ягод и можно отправляться в путь. Нашел меню крафта, сразу же сделал топор и пошел валить лес. Выглядит эпично. Имея все нужные ресурсы, скрафтил кирку и меч. Не все же время камнями бросаться. Накопал булыжника и сразу решил пойти показать лисе, что я уже не тот, кем был раньше. Пара четких ударов, блок, контратака, и лиса легла поспать. Нельзя зазнаваться и бросать тренировки, поэтому я отпиздил все кусты в округе. Прям детство вспомнил. Показал боевые навыки жабе, нашел пшеницу, наверное, буду печь хлеб в будущем. Когда долбил камень, услышал звук детонатора и подумал, может, это местный крипер. Как оказалось, это просто птица. Прости, кролик, но мне нужна еда. Чтобы сразу показать, кто здесь авторитет, положил 2 петухов. Хотел вечерком под пивасик наебнуть крабового мяска, но почему-то с краба выпала сырая рыба. Будут суши. Далее решил побороть свой страх и дать пизды пауку. Пару ударов, и я выдохся. Отдышался. Многоглазый отравил меня. И
Тут я почувствовал что-то знакомое, похожее на подзатыльник Бати. Это оказался скелет. Приняв уверенную позицию, я решил бежать. И попытался съесть целебную ягоду, но скелет был против. Вспоминая тренировки, я отправил скелета в нокаут и все-таки съел свою ягоду. Но неожиданно из-под земли вылез еще один скелет со словами... Надеюсь, мне не одному это послышалось. От таких слов в шоке я просто побежал дальше. Но сразу же за углом я нашел лучшего тренера по бегу и сразу побежал тренироваться. После хорошей пробежки восполнил запас энергии и взял с собой еще немного ягод. Дальше база. Верстак, костер, верстак строителя, ну и факелы, чтобы ночью не обосраться. Разместил оборудование, залез в верстак и увидел оружие, с которым хочу связать свое прохождение этой игры. Долго думая, что сейчас нужнее, я скрафтил лук, так как нужно было охотиться. Сделал немного стрел, и ресов даже хватило, чтобы скрафтить это оружие богов. Я, как любитель РПГ, не мог пройти мимо этого оружия. Сделал сундук, сложил в него все ненужные вещи, начал осваивать верстак строителя. Тут доступны блоки, ступеньки, крыши и даже окна без надобности переплавки песка. Нарубил дерево, скрафтил деревянные платформы для пола. Это был плохой выбор. Скрафтил деревянные плиты. Вот это вроде бы подошло. Крафтим еще и выкладываем основу. Убрал оборудование, чтобы не мешало, и дальше продолжил вылаживать пол. Время вернуть верстак, и верстак не может стоять на полублоке. Ну какого хуя? Ладно, ломать не строить, поэтому разбираем это недоразумение. После небольшого ландшафтного дизайна я начал строить пол из полноценных блоков. Возвел колонны и начал мастерить крышу. Провозившись до ночи, я наконец-то закончил строить дом. Просто вершина дизайнерской мысли. Разложил вещи в сундук. Почитал о некой эссенции жизни, которая может пробудить сознание там, где его не было. Попробовал на себе, не помогло. Убрал в сундук эту бесполезную вещь. Сделал печь, какую-то тележку с вилами, в которой можно было сделать мотыгу и корм для животных. Чтобы скоротать время, пошел искать приключений. Удалось попрактиковать стрельбу из лука и даже выбить из скелета меч излома. Подстрелил свинью и по традиции распотрошил ножами. Нашел какую-то кровавую розу и отправил спать еще одну свинью. Решил попрактиковать стрельбу из лука. Ну, попрактиковал и хватит. Подстрелил атлета на сушке, и тут пришел тип, который был недоволен этой ситуацией, но я все разрулил и получил эссенцию пустоты, которая, как я понял, оживляет этих пассажиров. Кинул палку в костер, приготовил себе мясо, рыбу и овощи. На рассвете следующего дня нашел вход в пещеру. В пещере надолбил меди. Нашел непонятного кроля-гоблина и отправил спать.
пара крыс по дороге. И тут я попал в место, где смесь зайца и гоблина охраняла сундук. Посмотрел, есть ли кто живой внутри, облутал сундук, забрал свою медь и пошел дальше. Два шахтера настойчиво пытались объяснить мне, что мне нужно уйти, но я показал свою упорную позицию. Еще один шахтер, какие-то горящие сопли. Местный жигало с охуенной модной стрижкой пал в неравном бою, а я забрал пучок травы и упокоил турбоулитку. Местный маг начал кидаться непонятными заклинаниями, но, увы, оказался слабее моих стрел. Ну а тут я на уверенном начал бой с огненной жабой, шершавый язык которой, как оказалось, бьет сильнее мага и местного жигала. Попытался отстреляться, но, видимо, из-за паров от лавы мои глаза были в расфокусе. Уверенный прыжок вниз и быстрый старт подальше от этой хуйни. Спрятался, попытался отъесться, но жаба нашла меня и долизала меня до конца. Просрал немного ресов, после чего оказался на спавне. Забил болт на жабу и лут. На третий день начал плавить ресы и сортировать инвентарь. Скрафтил дубильный станок, но мне не хватило места на его размещение. Надолбил дерево и на следующий день начал стройку мастерской. Вскоре, как ни удивительно, дерево закончилось, и как оказалось дальше, дерево вообще это дефицит в этой игре. Какой-то местный выступил против моей стройки, но по принципу 90-х я все решил тихо. Ну, теперь с таким-то домом и в мэры не стыдно пойти. Сундуки на место, дубильный станок на место. Ну и поехали дубилить шкуры. Отправился на охоту. И наткнулся на интересную структуру, но спуститься не рискнул. Зато рискнул полностью присвоить себе территорию и дать пизды соседу, который напрягал меня каждый раз, когда я возвращался домой. Обработал шкуру. И да, апгрейднул кирку, теперь долбить ресы будет намного эффективнее. Решил еще немного сократить популяцию и залутать себе еще одну бурую шкуру. Чуть не огреб пизды, но не растерялся и благородно застрелил противника в спину. Потеребил костер. Взял подношения, которые оставили для меня местные. Заебался, сел. Пошел лутать сундуки. В портал пойти побоялся, лучше пойду долбить руду. Накопал довольно внушительное количество железа, облутал пару сундуков. Встретил Рататуя, который попал под сокращение персонала ресторана. И забрел в пещеру, где пауки крутили плотные коконы. Налутал из них кучу черепов. Нашел каких-то личинок. Съебались, ну и ладно. Позже набрел на владельцев коконов. И за кражу черепов меня отправили на спавн. На следующий день забрал свое, пока хозяева в отъезде. Во время второго боя я уже был более осторожным и положил эту дохуяногую тварь и личинок тоже. Хуй пойми, что из них вырастет. Спустившись глубже, в каком-то огненном биоме нашел местного модника, ну и после спуска получил теплый прием. Дубиной по ебалу.
На 6-й день подумал, что хватит терпеть эти унижения, и скрафтил себе верстак для доспехов и плиту шеф-повара. Кухня на месте, теперь нужны ресы на крафт брони. Сразу сделал перестановку, и оказалось, что слитков в сундуках хватило на full сет брони. Сделал наковальню, скрафтил себе железные кинжалы и на сдачу медную кирку. Буду долбить ей камень, чтобы не тупить железную. На быструю руку заебенил шашлыка и пошел в портал. Ну а хули, в медной броне уже не так стрёмно. После того, как я зашел в портал, оказалось, что это мирная зона. Отбил пятюню местному сторожу, насладился красотой. Встретил циклопа, который продает знак «Идет строительство». Ох уж эти перекупы с тему, понабирают хуйни, а потом продать не могут. Второй торгаш продавал что-то более-менее полезное, но меня это не интересовало. Грибы спиздить нельзя. Ничего спиздить нельзя. Подошел к какой-то статуе. Оказывается, ей нужны были мои знания. Ну что ж, все, что я знал, это утка. Ну, бывай. Надеюсь, мои знания тебе пригодятся. На выходе меня ждали амбалы и пара детей. Что хотели, я таки не понял. На 7-й день решил погулять по округе и нашел логово троллей, у которых были ручные волки. Одолел мага, забрал их пожитки, решил подняться на вышку. Ебать, не тот вход, походу. Пришлось обойти. Красота. Побегал, лутанул шерсти, пиздил печь у местных, познакомился с рогатым скотом. Дальше пара мохнатых многоглазок и уверенный телепорт на спав. Пожитки забрал обратно. Разнес все по сундукам. Выгляжу уже вполне солидно. На следующий день отправился лутать пещеру, но уже с опытом лазания по цепям. Пара скелетов, пара сундуков. И я нашел какую-то торевую руду. Опять спустился ближе к ядру земли и навел шороху у местных. Добыл сапфир. Неплохо. Нашел какую-то руду. Построил мост. Это просто солнце отсвечивало. Ну, хоть железо добыл. Разобрался с местным боссом. Вообще как-то легко идет после крафта брони и ножиков. По возвращению уже на следующий день скрафтил арбалет и боеприпасы к нему. Убедился, что я не рукожоп и арбалет хотя бы работает. Немного осмотрел карту и пошел искать новые биомы. Нашел мел. Заглянул к другу на болото и наконец-то нашел новый биом. В так называемых золотых степях меня встретили какие-то собака-люди. Сразу проверил прочность мобов. Пока слабовато. Решил поговорить с главным шаманом деревни собака-людей, но он оказался еще тем ссыкуном. А сама раса оказалась дружелюбной. Полутал сундучки и нашел костяные кинжалы. Но тут мне помешала местная крыша собака-людей. Быстро разобрался и забрал свои кинжалы. Вот это уже выглядит стилево. Поизучал местную фауну, навалил пиздюлей паре скелетов, нашел какой-то синий лес. Пофайтился со скелетом, который, судя по всему, был фехтовальщиком и блокировал мои удары постоянно. Еще и к тому же после убийства он воскрес. Быстро исправил ситуацию, подрался с местными обитателями, вломил пауку, кабану, паре коров и возле дома зачем-то начал прессовать жаб. Навел порядки. Ночью прогулялся и нашел вулкан.
Обокрал местных туристов в пустынном биоме, но взамен обезопасил их территорию от саблезуба. Опять начал оттачивать навыки стрельбы. Пожалуй, кинжалы все же мне больше подходят. Наткнулся на бесплодные земли. Не понимаю, откуда такое название, так как эта глазастая хуйня наплодила кучу своих выползков, с которыми пришлось драться. Нашел место, где киркой выдолбил кости. Ортопед, получается. Нашел замок с кучей скелетов. Думал, отличу. Но нет. Решил подняться наверх за сочным лутом, но оступился на пути к вершине. Кто не падает, тот не встает, поэтому упал еще раз, чтобы встать. Нашел гнездо, где местная пчела отравила меня, и мне пришлось заедать раны. Хорошо, что у меня есть ягоды. Мне уже надоели эти унижения от пчел, и я решил спрятаться в гнезде. Внутри гнезда начал потрошить яйца и личинок. Прямо из гнезда спустился в какую-то пещеру, где нашел новый минерал. И за отпизженные яйца пришлось отвечать. Нашел очень романтическое место, тут, наверное, жуки сношаются. Выдолбил торий. На утро следующего дня вылез из пещеры, но меня сразу же встретила пчела. Солнце слепило мне глаза. Но я все же пристрелил недруга. По дороге домой нашел... То есть Мурлоков облутал хату. Дома улучшил верстак и открыл новые крафты. Сразу скрафтил дробильщик. Дерево, к сожалению, он не дробит, ведь палки мне нужны. Зато дробит камень. Честно, какая-то бесполезная вещь. Но, как оказалось, он дробит еще и оружие. Это совсем меняет все в корне. Я закидываю все пожитки на переработку. Крафчу верстак мага в надежде научиться испускать молнии из рук. Но, увы, могу делать только какие-то порталы, пару посохов и тотемы. Обидно. Ладно, пошел за магическим деревом для порталов. Выдолбил ствол. И в озерах поблизости собрал водоросли, которые тоже нужны для этих порталов. На утро 11-го дня меня отъебали пчелы. Забрал лут и наказал обидчика. Вернулся в храм. Теперь знаний в моей голове хватило, чтобы открыть что-то новое. Но, как я понял, самое важное — это +1 телепорт. Торгаши и дальше торговали какой-то шляпой. Дома скрафтил сет железной брони. Вот это уже солидно. Скрафтил эти самые порталы, установил один в доме и пошел спать. С новыми силами решил организовать вторую базу, чтобы не бегать между биомами по полдня. По-быстрому смастерил себе дом. Дизайнерские способности просто вышка. Отправился долбить ресы. После целого дня фарма мои запасы внушали уверенность. На следующий день, гуляя, нашел какое-то дерево. Это дом Тарзана? Обожаю батуты. Как оказалось, барыга с храма просто открыл новую точку, забрал проценты и покинул это место. Оказался в бореальном краю. Местные парни при входе разогрели меня немножко. Недолго думая, возвел, не побоюсь этого слова, грааль искусства строительства. Это должен был быть круг. Поднялся в вечную мерзлоту. Жаль, хотелось бы в Майами. Местное племя настроено агрессивно. Я даже поднапрягся. Но лут был довольно неплох. Новая кобальтовая руда и какие-то синие сопли. Короче, пылесосил все, что видел. Нашел местную легенду с хитбоксом в заднице. Нет, ну правда в заднице, выше жопы вообще ничего не регало. Нашел старого друга, который перекрасил волосы. Нашел каких-то рыбов, даже немного очканул, поэтому поработал издалека.
Нашел еще одного такого на поверхности и попробовал убить в рукопашную. Как оказалось, они безобидные. В местной пещере ничего не нашел, кроме мобов из нижнего слоя и сапфира. Обошел локацию до самого заката. Встретил рассвет на горе. Замерз и пошел домой крафтить новую броню и оружие. Называйте меня рыцарь-синяк. Лутанул водорослей и наконец-таки пришел к вулкану. Местные обитатели — это просто копия мобов из нижнего слоя. Но вот в замке был рыцарь и лучник. Нашел подземную лабораторию. Уложил сторожа. Забрал лут и оборудование. Побегал по локации, так ничего интересного не нашел. Тут вообще как-то пусто. Зато позагорал в сердце вулкана. Вернулся домой. Через целых 3 дня блужданий я нашел новый огненный биом, а в нем и новую руду. Нашел замок, зашел в хату и какой-то бык с синими глазами чуть не отвалил мне пиздюлей. Пришло время изучить стол алхимика. Думал, смогу мазать кинжалы ядом, но хуй, это больше похоже на стол для алкашей. Единственное, что попробовал, это скрафтить бомбы. Испытания показали, что бомбы сгодятся разве что для того, чтобы глушить рыбу. Ресов для улучшения столов снаряжения, к сожалению, не хватало. А самое интересное, это где взять сердце пустоты. Загуглил и нашел. Боже, храни интернет. Отправился на фарм обрывков и морозных эссенций. Положил на лопатки тролля с горящей задницей. Кайфанул от такого красивого северного сияния. Забрел в место, где, если честно, мобов было в избытке. Чуть не умер, но все-таки вырвался. Вернулся домой. Позже загрузил знания в статую, как будто ей это поможет. Она же статуя. Улучшил кузню. И вот они, топовые кинжалы на данный момент. Отправился на проверку. Честно, заметил, что разница в уроне всех кинжалов где-то примерно 2-3 единицы. Следующие 2 ночи пытался выформить сердце пустоты. И спустя сотни мобов наконец-то выбил. Ура! Но нужно еще 2. Кстати, из моба выбил меч, который, как мне кажется, мне не по размеру. Скрафтил ледяной посох.
что-то не стреляет. Во мне что, нет магии? Но если бы я умел читать сразу, то понял бы, что нужны эссенции льда. Пошел замораживать личинку. Да, ну и залупа. Разве что фейерверки пускать сгодится. Скрафтил мотыгу, лейку и семена капусты. Возвел стены. Сделал грядки. Сука, почему из мешка семян я засаживаю только один блок? Скрафтил еще капусты. Полил. Забрал все семена из запасов и тоже выкинул в землю. Пусть растет. Сделал лопату. Накопал песка. Пусть будет. Сделал загоны для скотины. Вроде комфортно. Скрафтил мешок корма и пошел заманивать животных. Но то ли я какой-то не такой, то ли из-за того, что я 24 дня не мылся, то ли корм мне не нравится, они просто убегали от меня. Стал ждать. Видимо, дело не во мне. В общем, как только я не предлагал им поесть, и по-плохому, и по-хорошему, ничего так и не получилось. Долбя правую кнопку мыши, с 10-й попытки я понял, что нужно нажать противоположную, и все-таки поймал цыпленка. Радостный понес нового друга домой. Теперь у Чепушилы есть дом. Поставил корм, чтобы он не сдох с голоду, и собрал созревший урожай. Сделал ловушку для рыбы, теперь я современный добытчик. Правда, весь интеллект, похоже, передал статую. Я с ловушкой ловил рыбу вручную. Почитал инструкцию, разобрался. Стал ждать. Ладно, видимо, не так все быстро. Побежал за новым хозяйством. Поймал пушистого. Теперь депутат живет у меня дома. Нашел батю Чепушилы у местного ларька с хлебом. Вернул в семью. Проверил ловушку для рыбы. Отец Чепушилы решил съебаться во второй раз, думая над решением проблемы. Ночью пошел пытаться задобрить корову, но безуспешно. Зато выбил еще одно сердце с ночного моба. Сделал стены повыше и вернул отца в семью. Тем временем осталось только одно сердце до апгрейда станка с броней. Во время фарма нашел слабость этих безногих существ. Они не умеют плавать. Зато взаимовыручка на высоте. В конце концов добыл последнее сердце. Но не хватало обрывков кожи. Но разве это проблема? Пока гулял, встретил призрака, ну и он быстро исчез.
С целью нафармить хитина отправился в гнездо жуков. После того, как нафармил ресов, улучшил станок и скрафтил пару шмоток. Ну все, опять все уперлось в фарм. Наконец-то поймал что-то в ловушку. Раковину. Ебать. Оставлю на полу, чтобы вместо сквозняка были слышны звуки океана. Пошел дальше аннигилировать мобов и искать ресы. Заметил, что возле костяной лошади есть кнопка действия и охуел. Погнал испытывать ходовые качества этой лошади. Попытался забрать ее с собой, но не вышло. Тем более она еще и убежала. Теперь я полностью заряжен броней. И в ближнем бою можно было драться со всеми. Даже со смертью. Депутат решил съебаться, применив для этого мешок корма. Но теперь не сможет. А в семье Чепушилы появилась мышь. В общем, после победы над смертью дальнейшего развития я не вижу. Игра интересная, но очень сырая. Не хватает какой-то цели, что ли, боссов каких-то. Дальше, я думаю, просто дело идет за мододелами. Ну а всем спасибо, что посмотрели. Дайте знать, в каком формате лучше записывать. Энное количество дней или обычные летсплеи по 40 минут. Подпишитесь, поставьте лайк, если понравилось, и всем пока.